First of all, I would like to thank the director as well as the museum for organizing this wonderful event in commemoration of His Holiness the Dalai-lama's 80th birthday. Прежде всего, я бы хотела поблагодарить лично госпожу Шапошникову и музей, Центр Николая Константиновича Рериха за организацию этой замечательной встречи сегодня. It is a special birthday not only for the people of Tibet and not only for the followers Это of Buddhism, совершенно особенный день рождения не только для жителей Тибета и не только для последователей буддизма. but it is a big celebration for people who believe in peace and justice. Но это большой праздник для всех людей, кто верит в идеалы мира и справедливости. Who is His Holiness the Dalai-lama? Кто такой Его Святейшество Далай-лама? To the Mongolian people, he is known as the ocean of wisdom. Для монгольских народов Далай-лама – это океан мудрости. Therefore, he was given the name, the Dalai-lama, Вот which почему means ocean of wisdom in Mongolian language. Его Святейшество получил этот титул Далай-лама. Титул Далай-лама в переводе с монгольского и означает океан. To the Tibetans, he is recognized as the reincarnation of Buddha of compassion, Avalokiteshvara. Для тибетского народа Его Святейшество Далай-лама – это воплощение Будды сострадания, Авалокитешвары. In modern time, he is also known as a philosopher, А в современном мире Его Святейшество также знают как философа, as a thinker, как мыслителя, as a scientist, как ученого and as a world peace promoter. и как человека, который пропагандирует мир во всем мире. Because of his hard work, В силу тех тяжелых трудов, которые несет Его Святейшество to promote human values, по продвижению общечеловеческих ценностей, love, compassion, любви, сострадания, loving kindness, любящей доброты, and for his promotion of interreligious harmony, и в силу того, что Его Святейшество пропагандирует межрелигиозную гармонию, and also for the struggle to protect and preserve the Tibetan culture and identity, а также в силу того, что Его Святейшество ведет тяжелую борьбу по защите тибетского народа, его самобытности, его культуры. he has been awarded over 150 international recognized awards. За все эти усилия Его Святейшество получил свыше 150 международных наград. He turns 80 years old, Ему исполнилось 80. and what are we celebrating? И что же именно мы сегодня празднуем? We are celebrating that such a wonderful person Мы празднуем жизнь этого удивительного человека, has taken birth in this land, in this planet, празднуем то, что он родился на этой земле, на этой планете, travels the world tirelessly что он без устали постоянно странствует по всему миру, to promote peace, harmony, способствовать and so миру on. и гармонии. So, what is the relationship between Russia and His Holiness the Dalai-lama? Какие отношения связывают Россию и Его Святейшество Далай-ламу? If you look at the historical facts of the Tibet, Если вы посмотрите на исторические факты, на историю Тибета, people from Russia and Mongolia were probably the very first foreigners to step foot in an unknown land. то россияне и монголы были первыми народами, чьи стопы вступили на незнакомую землю. And that was not done in the last century, but many centuries И ago. это произошло не в нынешнем веке, а много столетий тому назад. Many people from Burya, Tuva, and Kalmykia have set foot in an unknown land to study Buddhism, Очень многие жители Калмыкии, Бурятии и Тувы приходили на эту незнакомую землю Тибета, чтобы изучать буддизм. and after completing their studies have returned back to their homeland to build many monasteries and educational institutions. А завершив свое обучение, они возвращались обратно на родину, и там создавали монастыри, создавали духовные центры, центры духовного образования. So it is for me I take great pride living in Russia and to be part of the Russian Federation and to say that Russia is probably the longest friend of Tibet and His Holiness the Dalai-lama. Я лично вижу, Foreign friend, if I may say. я лично усматриваю в этом предмет особой гордости для себя, что я живу
в этой стране, в России, а Россия была той страной, которую можно назвать самым стародавним другом Тибета, зарубежным другом Тибета, если я позволю так себе сказать. So therefore, there is a very unusual and special relationship. Поэтому между Россией и Тибетом отношения очень особенные, необычные. Now, when we speak about relations, Когда мы говорим об отношениях, they don't necessarily have to be economic relations nor political relations. совсем не обязательно эти отношения должны быть политическими или экономическими. The relationship between Russia and the people of Tibet, and as well as His Holiness the Dalai-lama, has always been through culture, philosophy, and so on. Отношения между Россией и Тибетом, и как следствие между Его Святейшеством Далай-ламой и Россией, всегда основывались на духовности и на культуре. So today, for us to hold this event today in the museum is a very symbolic. Мы видим в этом символический жест, то, что такое событие, день рождения Его Святейшества, отмечается в стенах этого музея. Because we all know how Rorik was very popular as a thinker, as a philosopher, as a writer, as a poet. Мы знаем, насколько знаменитым и популярным человеком был Николай Константинович Рерих, как поэт, как мыслитель, And who made this tireless journey to travel through the Himalayas. Мы помним все его путешествия по Гималаю, по горной местности, когда он путешествовал, не зная устали. And through his hardship to bring the rich cultural heritage to Russia. Он приносил в Россию это богатейшее наследие. Not only in writing, Не только в своих трудах, but also through the wonderful art, но также в своих полотнах, замечательных полотнах. where we are blessed to be surrounded in this hall today. И сегодня мы благословлены созерцанием всех этих прекрасных картин He семьи Рерихов. brought the rich cultural heritage not just through his writings, but also through visual as well. Это богатейшее наследие стало доступным нам не только благодаря письменному наследию, письменным трудам, которые оставили Рерихи, но и благодаря полотнам. So therefore, through his art, through his writings, through his poetry, through his philosophy, and everything that brings us closer to Tibet and His Holiness the Dalai-lama. Поэтому мы можем сказать, что письменное наследие семьи Рерихов, а также замечательные полотна, это то, что сближает нас с Тибетом и, как следствие, приближает к Его Святейшеству Далай-ламе. His Holiness the Dalai-lama has been to Russia on many occasions. Его Святейшество Далай-лама неоднократно бывал в России. And we continue to wait for his next visit. И сейчас мы по-прежнему находимся в ожидании его следующего визита. Due to certain circumstances, the time is not appropriate. В силу определенных обстоятельств сейчас не то время, когда Его Святейшество может так легко нас посетить. But we continue to pray and wish that His Holiness will visit Russia again in the near future. Но мы продолжаем молиться и делать благопожелания с надеждой на то, что Его Святейшество непременно посетит нас в ближайшем будущем. So yesterday was the day His Holiness the Dalai-lama. We had a wonderful event organized at Dom Kino. Вчера, 6 июля, по случаю, собственно, дня рождения Его Святейшества, мы провели празднование в Доме кино. In commemoration of His Holiness the Dalai-lama's birthday, we released 6 new books that were translated into Russian. И по случаю дня рождения Его Святейшества мы презентовали 6 новых книг Его Святейшества Далай-ламы, которые были переведены на русский язык. There's thousands of books that are written on Buddhism, starting from the time of Buddha himself to the commentaries that were made by his disciples and commentaries that were made by his disciples and so on. В мире существует огромное количество буддийских книг, буддийских сочинений, начиная от наследия самого Будды, его трудов, его учений, плюс к этому мы добавляем труды его учеников, а также учеников. Так мы получаем целый океан буддийских учений, буддийских книг. And it has such a huge collection that even it is hard to pick out what to translate. До такой степени это огромное собрание трудов, что довольно трудно выбрать, какую же именно книгу стоит перевести в первую очередь. So we consult with His Holiness the Dalai-lama and request him to give us some recommendations which might be suitable for the Russian audience. Мы проконсультировались с Его Святейшеством Далай-ламы, задали ему вопрос,
какая именно книга или какие именно книги будут наиболее подойдут для российской аудитории, для российского читателя. So far we have printed 7 books before. 7 книг мы уже опубликовали до этого 6 июля. We have just yesterday released another 6 more books. А вчера к этому мы добавили еще 6. To the edition of the Nalanda series, which we call. Это новые издания в серии Наланда, книжной серии, которую мы назвали Наланда. Nalanda was one of the biggest monastic institutions back in the 8th-9th century. В 8-9 столетии Наланда был крупнейшим монастырским университетом Древней Индии. Which produced many scientists, scholars, writers, poets, and Из его стен вышло целое созвездие замечательных ученых, философов, филологов, поэтов. which today just remains in ruins in our memory. К сожалению, сегодня сам университет Наланда лежит в руинах, и о его величии, былом величии мы можем только вспоминать. And the books that were released in the past, and those that are in working right now, some of them are even written by some of the masters of the Nalanda. Среди тех книг, которые мы уже издали, и среди тех книг, которые у нас сейчас находятся в работе, есть, собственно, труды тех замечательных философов, которые учились и преподавали в Наланде в те древние времена. These books are not only written by the Nalanda masters, but also has His Holiness the Dalai-lama's commentaries. А те книги, которые мы презентовали вчера, 6 июля, некоторые из этих текстов написаны учителями Наланды, некоторые тибетскими учителями, но все эти книги прокомментированы Его Святейшеством Далай-ламы, содержат его комментарии. And those who are interested can also visit the site of safetibet.ru, and you can find more information about the books. Те, кому интересны эти книги серии Наланда, мы призываем вас прийти на наш сайт safetibet.ru, Сохраним Тибет, где вы получите исчерпывающую информацию об этих книгах и о наших дальнейших планах. But nevertheless, today we want to give a set of the books that were published to the Rodic Museum's library for their collection. Сегодня же мы хотели бы передать эти книги в дар библиотеки Центра Музея Рерихов. And also yesterday there was released a autobiography of His Holiness the Dalai-lama, which was by автобиография Его Святейшества Далай-ламы. Это аудиокнига, которую прочитал известный артист российский Валентин Гафт. And which was also, released by the organization. Yes, several organizations. Несколько организаций принимали участие в работе над этим диском, но основная движущая сила – это издательство «Океан мудрости». And we want to thank those people who have worked very hard to make that happen. Хотим поблагодарить всех тех людей, которые столько трудились для того, чтобы все эти издания и аудиокниг увидели свет. We have 6 wonderful books that we would like to present to the museum library collection. Хотим передать в дар вашей библиотеке. And we have a set of the previous books that were also we want to present to the Rodic Museum as Предыдущие well. издания мы принесли тоже, которые мы также передаем в дар библиотеке. And also this wonderful autobiography. И эту замечательную автобиографию. Once again, I want to thank the Rodic Museum for gathering all of us today in this unusual museum. Еще раз я благодарю Центр Рерихов за то, что вы сегодня принимаете нас в своих стенах вашего необыкновенного музея. It always is very exciting for me to come here. Для меня всегда это предмет особого воодушевления прийти сюда. Because I don't see this simply as any other museum. Потому что для меня это не просто еще один музей. In this complex, there is a stupa that was built. Потому что в этом комплексе есть ступа, которая была построена в свое время. And when there is a religious structure, И когда на территории музея есть предмет духовного характера, религиозного and характера, that is blessed by many masters, который благословлен многими учителями, I наставниками, see it as a very holy
place. то это место в моих глазах, конечно, место особой святости. And also from the moment you walk in, you see the beautiful art. Стоит вам войти в ваш музей, как сразу же оказываешься в окружении прекрасного искусства. Though we are very far from the Himalayas, Хотя географически мы расположены сейчас очень далеко от Гималайских гор, through the wonderful paintings and through the visual, it brings us closer in the heart. но благодаря всем этим замечательным картинам, всем этим образом чудесным, чувствуешь, что Гималаи рядом. I know that there's many people that admire His Holiness the Dalai-lama. Я знаю, что среди вас много людей, кого восхищает Его Святейшество Далай-лама. And our admiration may vary on different levels. Конечно, люди могут испытывать разную степень этого вдохновения. But I encourage you to listen to His Holiness biography. Но я прошу тех из вас, кто не так много, может быть, знает о Его Святейшестве, непременно послушать его автобиографию, And to get to know him. чтобы вы узнали его поближе. And His Holiness Dalai-lama himself describes himself as a simple Buddhist monk. Сам Его Святейшество называет себя простым буддийским монахом. But for a simple Buddhist monk to be admired all over the world is not sufficient enough. Но, конечно, To call himself a simple Buddhist monk. но, наверное, мы не можем называть его простым буддийским монахом в полной мере, поскольку ему поклоняются и им восхищаются люди по всему миру. And today's gathering, I want to dedicate our merit И я to the хочу long life of His Holiness the Dalai-lama. посвятить заслуги нашей сегодняшней встречи, духовные заслуги, долголетию Его Святейшества Далай-ламы, For the happiness of all sentient beings, счастью всех живых существ. and for His Holiness to be with us for many, many years to come. И я желаю, чтобы Его Святейшество впредь долгие годы был с нами. And I hope that he will truly feel, one very, fact that I can say is His Holiness the Dalai Lama travels the world, meets so many people on many different levels, but I can say for sure that he has a special spot in his heart for the people of Russia. Знаете, одну вещь я хотела сказать в заключении. Его Святейшество путешествует по всему земному шару, посещая самые разные страны. Но я хочу заверить вас, что в его сердце Россия занимает совершенно особенное место. And I think this is something that we should all be proud and very happy for. И мне кажется, что это должно быть предметом нашей гордости и нашего счастья. The best present that we can give to His Holiness the Dalai-lama is not material or economic value. Лучший подарок, который все мы с вами можем преподнести Его Святейшеству, это не подарок, который можно оценить в денежном измерении, это не подарок какой-то материальный. The best present that we can give to His Holiness the Dalai-lama is to be warm-hearted human beings. Лучший подарок, который мы можем подарить Его Святейшеству, если каждый из нас будет развивать в себе добросердечие. And to be an extension of the hard work that he has put into during his lifetime to promote human values and interreligious harmony. Если мы постараемся стать продолжением этих неустанных трудов Его Святейшества по продвижению мира и согласия на земле. Thank you. Спасибо.